Все, поехали. Поехали. Итак, Давайте. здравствуйте, дорогие друзья международного канала «Алга Петербург». У нас сегодня целая онлайн-встреча наших друзей. Это и Ваня Червинский. Вань, передай привет. Друзья, всем большой салем. Рад видеть вас на нашем международном канале. Но на самом деле хочется, чтобы наша главная гостья нашего сегодняшнего эфира, Людмила Зайцева, поприветствовала всех зрителей. Людмила, здравствуйте. Друзья, конечно, я теперь скажу по-казахски салем. Я теперь грамотная в этом отношении. Ваня, Саша, мне очень приятно видеть вас после Нового года, после всех праздников. И, конечно, мне всех приятно видеть и сказать вам, друзья, мы теперь, друзья, по счастью. А счастье наше – это Димаш Кудайберген. Поэтому давайте о нем и поговорим. Прекрасное начало нашей беседы. Людмила, когда мы вас звали в гости, мы хотели поговорить на одну тему. Но сегодня такая ошеломительная новость. Вы в курсе, что состоится инаугурация президента американского? Саша, подожди. Еще неизвестно. Я объясню для зрителей, что мы в политике вообще не разбираемся. И нас уже зрители наши поправили, что инаугурация будет 20 числа. То есть еще неизвестно, кто президент, еще он не вступил в должность. А Димаш появится, и он будет выступать на мероприятии, которое называется «Неделя празднования инаугурации». Соответственно, она, когда начнется, еще будет неизвестно, кто президент. Вот, Вань, удивительный момент эти американцы, да, то есть президент еще до конца неизвестен, а уже праздновать начнут заранее. В политике, ребята, много чего неизвестного. Но нас ведь не касается эта неизвестность. Нас касается только одна ошеломительная новость, ошеломляющая. И я думала, как же мы будем говорить о Новом годе, если у нас есть такая новость мирового масштаба, которая касается Димаша. Что вам сказать, ребята? Такая гордость распирает, такое счастье, такой восторг за нашего любимого Димаша. Да, он достоин самых лучших похвал. И его аудитория – это весь мир. И если он будет принимать участие в этих мероприятиях, мы будем только гордиться. Кстати, вы знаете, что украинские ДЕРС разработали инструкцию для того, чтобы зарегистрироваться на инаугурацию. И я вам, ребята, ссылочку на эту инструкцию пришлю, потому что уже некоторые ДЕРС зарегистрировались и получили на электронную почту ответ на участие в инаугурации с участием Димаша. Людмила, я тоже хотел вам рассказать эксклюзивную новость. Я сегодня записал инструкцию от команды «Алга Петербург» по регистрации, и я вам тогда тоже пришлю ссылку. Давайте, я еще не начинала. Давайте, я очень жду. Видите, как мы заботимся друг о друге. Мы хотим, чтобы эта новость разошлась по всей стране Димаша, и чтобы каждый фанат мог посмотреть наше солнышко именно на этом онлайн-концерте. Порадоваться за него. Людмила, конечно, великолепно. Возвращаясь вот просто к теме исключительно, да, празднования, ведь целую неделю пройдут празднования, и что самое интересное, Димаш заявлен именно на открытие этой церемонии. Вот, я думаю, это особый случай, который надо обсудить. Ну, давайте обсудим. Я думаю, первых лиц приглашают для открытия. Димаш, наверное, достиг такого авторитета в мире, в музыке, я не знаю чего. Может быть, как человек, как общественный деятель, он же посол мира, посол дружбы во всем мире. И поэтому, наверное, он будет принимать участие в открытии. Я пока плохо в этом разбираюсь, но мне кажется, что это так. Авторитет его, как представителя Казахстана, очень велик, и поэтому он вполне возможно может и открывать эту инаугурацию или в первый день этой инаугурации принимать участие. Мы же не знаем, как это все будет проходить. Будем надеяться. И будем надеяться, что мы попадем туда и все это увидим своими глазами. Иван хочет задать вам вопрос. Да, у меня вопрос. Как вы думаете, какую песню будет петь? Может быть, Дэйди Дао?
Или мы Дэйди Дау оставим для Грэмми? Вы знаете, я уже над этим думала и кому-то писала. Возможно, подготовить что-то новое, какое-то обращение вообще к миру. И песня, которая объединяла бы, может быть, призыв к миру, какое-то послание. Я не знаю, он казахскую. Думаете, казахскую он будет петь? Но он, Дэйди Дау, это его визитная карточка на таких интернациональных площадках. Да. Но, возможно, он будет какую-то другую песню петь. Не могу пока сказать, я только начала это анализировать. Вот это тот самый случай, когда композиций так много, особенно хороших, что очень сложно выбрать. И вот как выступили уже в качестве такого предположения, может быть, как раз Over Here, композиция, которая с Уолтером Афанасьевым. Или We Are One. Или We Are One, то есть песен... Ну вот, ребята, может быть, вот эту композицию, которую записывал французский оркестр государственный, вот с Димашем, может быть, вот эту, он еще ее нигде, так сказать, не представлял. Может быть, она станет его открытием в мире. Нам бы хотелось бы тоже что-то такое новое, но ошеломляющее. А что это будет превосходно, в этом никто даже и не сомневается. Да, буквально несколько недель назад мы радовались, что Димаш регулярно завоевывает призовые места на лайвстрим MTV, да, на котором уже достаточно широкая аудитория. А тут такое мероприятие, после которого, я уверен, в Америке уже просто невозможно будет не знать о Димаше, потому что, как правило, такое мероприятие, я думаю, будут смотреть все. Чтобы закрепиться в Америке, вот Крутой говорил об этом, надо там пожить, надо его знали именно вот. Поэтому я же такой не стратег, я всего лишь, так сказать, любитель этого артиста. Мне что-то трудно прогнозировать. Вот. Ну, это не то, что шажок, это огромный шаг к его мировому Олимпу. Поэтому я думаю, что и самая высшая награда у него не за горами. Вот, Людмила, если вот эту тему, завершать, то хочется сказать, что принято считать, что как Новый год встретишь, так его проведешь. И обратите внимание, какое шикарное начало нового 2021 года. Да, не то, что шикарное, ошеломляющее. Вот выше награды ни один, наверное, певец не может себе представить выше награды, как свое участие в концерте такого уровня, мирового уровня. Ну что ж, прекрасно. Нам лишь остается пожелать Димашу удачи на этом мероприятии. Ну а мы, как обычно, будем следить и держать всех в курсе новостей, в курсе событий. Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда «Алга Петербург».